Ребята, привет! Мы находимся в Консепсьоне, городе, в котором была подписана Декларация о независимости Чили в 1818. А сейчас это просто милый городок, который то ли на втором, то ли на третьем месте по населению во всем Чили. И этот город точно стоит посетить. Не знаю, что нас ждет в этой поездке. Пока нас ждет, к счастью, хорошая погода. Здесь 3 дня шли дожди. Ну, посмотрим, на что это похоже. Так, амигос, я предлагаю сразу с места в карьер. Проникнемся атмосферой через несколько кадров города. Вот таких, таких и таких. Причем находятся все эти локации бок о бок с этим, этим и особенно близко, надо сказать, вот с этим. Ну как, стало понятнее, на что похож Консепсьон? Если все еще нет, давайте разбираться вместе. И для начала стоит представить нашу Консу. Так называют город местные. Консепсьон, что с испанского переводится как «зачатие», во-первых, это один из старейших городов в Чили, основанный уже знакомым нам персонажем. Педро Пе. Да, Педро де Вальдивия приложил свою руку и к этому городу. Он основал его в 1550 году, сразу после Сантьяго де Чили. Ну и я так понимаю, что ему было стратегическое задание: основуй больше городов, чем ты видел в нашей Испании. Не знаю, интересная задачка была у чувака. Во-вторых, Конса на втором месте по количеству населения. После Сантьяго, конечно же. Агломерация Консепсьон, Гран Консепсьон, составляет около 950 тысяч человек. В-третьих, и самых важных, пожалуй, что именно здесь провозгласили независимость Чили в 1818 году. И ведь именно что провозгласили, потому что подписали декларацию в соседней Тальке. Город имеет очень такой спокойный провинциальный вайб, по которому можно сравнить, не знаю, наверное, с каким-то Саратовом, Самарой, что-то такое. Это точно не огромный мегаполис, который гудит всю ночь и не спит, Moscow never sleep. Но так как в городе много студентов, здесь есть своя атмосфера с разрисованными политическими граффити окрестностями, какими-то автострадами, стенами, всем, куда дотянулись руки молодого поколения. Интересное ощущение, потому что в Латаме, если ты видишь граффити, это, скорее всего, так себе район, а здесь граффити просто говорят о том, что много молодежи имеет свою политическую позицию. Бывает и такое. А уж по студенчеству тут надо пройтись отдельно. Это абсолютно точно студенческая столица Чили. Если верить сайту Министерства образования, здесь 21 университет. Вот эти 6 лучшие из популярных. Если вдруг решите поступать, имейте их в виду, амигосы. Приехали погулять в кампус университета. Это, кстати, один из 3 старейших универов в Чили, и он такой-то супер огромный. Место встречи. Вот мужчина едет, поет песни. Почему бы и нет? Да. На выходные универ открыт для плебеев, не учащихся в нем. Можно просто прийти и погулять. По-моему, я слышала тренировку чирлидеров, но это не точно. Какие-то хлопки, свистки и прочее. Так, ну это совершенно точно не чирлизеры. Движение очень похоже на национальный чилийский танец куэка или, может быть, китайский танец. Я не великий знаток. Но юноши двигаются очень активно, а вот девчата что-то приуныли, совсем неспешно. Нет, это не чирлидеры, это чилители. Не танцуют какой-то свой национальный танец. Не, я так не смогу. Там какие-то странные движения с руками, ногами, шляпами. Но вот шляпу я бы такую заимела. Вообще похоже на боевое искусство, нет? Университет де Консепсьон, УДЭК, традиционный частный университет. Основан он был 14 мая 1919 года на какой-то гигантской территории, где даже есть самый полный в стране музей чилийского искусства. Скажи мне, почему ты плачешь? Тебя студенты обидели. Такой милый, хороший.
не плякай. Охраннику на нас наплевать. Че будет потом? Ладно, расскажу. Этот университет в 60-е годы был одним из главных возбудителей революционных движений во всем Чили. Тут было куча всякой оппозиции, и ну вот, наследие. Да, активная политическая позиция у студентов и сейчас поддерживается. А уж в 60-е, когда случился триумф Кубинской революции в январе 1959-го, противостояние между левыми и правыми было накалено до предела. Вива ля класса трабахадора. Живи и здравствуй, рабочий класс. Живем, здравствуем. Тогда же возник МИР – левое революционное движение, отголоски которого живы на территории универа и по сей день. Просто насладитесь этими лозунгами. И постарайтесь себе такое представить в каком-нибудь Красноярском политехническом. Но тут есть на что посмотреть и кроме призывных плакатов. Вот эта штука, например. Называется «Кампаниль» и считается историческим памятником. Это колокольня. Ее построили, по-моему, в середине 20 века. Ректор на тот момент очень вдохновился историей про Калифорнийский университет. Я не помню, как он назывался. В общем, построили его по образу и подобию. Раньше можно было подниматься на балкон. О, песики! Везде можно гулять с песиками. Раньше можно было подниматься на балкон, но эту тему быстро прикрыли, дабы сохранить прекрасную обстановочку, чтобы ничего не разрушалось. Такие хорошие, такие одетые. Привет! Смотри, смотри, там кость. Там большая кость. Вон там слева. А вот на такого красавчика можно полюбоваться рядом с факультетом океанографии. Это, кстати, была главная арка въезда в университет. По сути, главные ворота входные. Блин, количество псов какое-то зашкаливающее. Все такие бодренькие, веселые, что бегают. А, нет, не бегают, лежат. Здравствуйте. 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 Как ваши дела? Оля. 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 Ха-ха. Это, конечно, стрёмное, но все-таки хурма. Блин, в Сантьяго мне покоя не давали апельсины с лимонами, а здесь вот хурма, я уже не первое дерево вижу. Выглядит, конечно, так себе, но я первый раз вижу, как растет хурма в дикой природе. Место классное, не зря оно является одним из таких каноничных мест города. Гулять комфортно, красиво, приятно, куча каких-то активностей вокруг тебя происходит, есть на что посмотреть. Ну и природа очень красивая, там сзади какой-то большой заповедник, туда мы тоже, может быть, доберемся, но, может быть, не в этот раз. Но, тем не менее, место классное для погулять, для посетить точно стоит. Будьте в Концепсионе, университет Концепсиона надо. До нацпарка мы так и не добрались, к сожалению. Зато не смогли обойти стороной поездку к Тихому океану. По пути познакомились с рекой Био-Био поближе. Все-таки в честь нее весь регион назван. Ну вот, всего 30 километров, и мы на месте. Здравствуй, Тихий! Ребята, мы приехали в городок Коронель. Это маленький город-спутник недалеко от Концепсиона. Несколько дней подряд шли дожди и ливни. Вчера был первый светлый солнечный день, и сегодня вот еще тоже переменная облачность. Океан бушует, вокруг просто вот это вот вся силища, вот эта вся красотища. Воды темные, песок темный, но, боже, как это красиво. Не знаю, как здесь летом, но сейчас это просто выглядит вот так.
Однако, городок Коронель не самое приятное место. По всей видимости, это не очень благополучные слои населения, поэтому без машины лучше не надо. Это какой-то потрясающий свет между облаками. Мамочки, меня затапливает. Потрясающий свет между облаками, и это просто очень красиво. В общем-то, я могу вот так бродить по берегу часами. Все-таки побережье океана — это потрясающее место, и неважно, где смотреть на него. В Винья-дель-Мар, где он бирюзовый, и даже можно купаться, или на архипелаге Чилоэ, где между песчаными дюнами тебя просто уносит мощнейшими порывами ветра. Да, чуть не забыла. Место называется Плайя Мауле. С океаном повидались, время возвращаться в Консепсьон. Кстати, да, тут есть железная дорога, которая работает, и добраться ночным поездом из столицы можно всего-то за 8,5 часов, проехав около 500 километров. А вот пожарная машина возвращается на базу. В Чили интересно устроена система пожарных служб. В пожарных частях тут работают в основном добровольцы. Да и финансирование автопарка, оборудования и прочих необходимых вещей почти всегда это частные пожертвования. Почему так? Если кратко, то так сложилось исторически. Традиция добровольничества началась с основания первых пожарных бригад в XIX веке. И вот так и прижилась. Вот эти ребята тоже тут прижились, кстати сказать. И не только здесь. Центр города в городах Латама отличается от того, что привыкли видеть мы на просторах постсоветского пространства. Чаще всего это лютейший микс из крутой архитектуры и множество разрисованных фасадов, валяющихся на земле матрасиков и, собственно, хозяев этого нехитрого скраба. И тут я никак не могу обойти тему протесты 2019. Да, в 19-м полыхало по всему Чили, но особенно в Консепсьоне. Вот здесь полыхало, в прямом смысле. Протестующие ворвались в бизнес-центр и выжгли несколько этажей. Судебные разбирательства идут до сих пор, но, кажется, виновных как будто бы нет. А нет виновных, нет страховки. Стартовой точкой для социальной революции стало повышение проезда на метро. Безусловно, это просто стало спусковым крючком. Проблема социального неравенства и недовольства властями зрела очень долго. И вылилось в то, что люди выходили на улицы, устраивали погромы, поджоги, кидались камнями и брусчаткой, а стены домов еще долго были пропитаны слезоточивым газом. Центральная площадь Консепсьона. Ощущение, как всегда. Центр — это прям какое-то место такое жопное, когда с одной стороны у тебя офигенный памятник архитектуры, а с другой стороны, я там до этого поснимала, ребята обосновались в ротонде, чтобы пожить. Причем концептуально пожить. Тот самый Консепсьон как бы решает. И вот ты концептуально живешь в ротонде на главной площади, но им комфортно, они там обувь сушат, вещи развешивают, все у них хорошо. Кстати, флаг Консепсьона. А герб Консепсьона не менялся с момента его основания в 1550 году. Историческая ценность. А вот это красивое здание – собор непорочного зачатия Девы Марии. А напротив – правительство Консепсьона. Обратите внимание на фасады внизу. Ладно, надо как-то отвлечься. Пойдем, пожалуй, поедим. Да, мы не нашли ничего лучше, чтобы поесть в воскресенье. Все, как обычно, закрыто. Поэтому мы едим в сирийской кухне шаверму. Почему нет? Вкусная шаверма, кстати. А тем временем стемнело, и на главной улице включили подсветку. И забурлила ночная жизнь. Концентрация карманников и просто модных личностей увеличилась в разы. Со съемкой в таких местах надо быть сильно аккуратным и следить за своими карманами. А то был у меня опыт в Сантьяго. Но очень атмосферно, ничего не скажешь. А вот тут молодежь под сводом Дворца юстиции режется в карты и курит что-то крайне ароматное.
Да-да, вот этого самого Дворца юстиции. К сожалению, мы пробыли в Консе всего 1 день. Это очень мало для такого большого города с таким сложным характером. Тут так много всего, что я надеюсь, что мне удастся вернуться и дополнить эту историю еще многими местами прекрасного Консепсьона.